Дорого или дешево жить на Северном Кипре в 2024 году. Сегодня с вами мы, Александр. И Диана Лешко. Несколько последних видео сняла для вас наша дочь Диана. Надеемся, они вам понравились. А сегодня мы обсудим именно эту тему, потому что она в последнее время стала очень актуальна. И многие задают вопросы. Поэтому начнем мы с чего? Ну, расходы наши. Какие расходы нашей семьи, 4 человек? Да, живем мы в составе 4 человека. Мы, наш младший сын и моя мама. Так как дочери у нас уже взрослые, живут они рядом, но тем не менее отдельно. Самостоятельные. Самостоятельные, да, Да. у них уже своя статья расходов. А сегодня мы расскажем, куда тратим мы, и обсудим, наверное, вообще, какие могут быть расходы, в принципе, если вы сюда переедете жить, и какие цены на сегодняшний день. И, наверное, я бы начала все-таки из самой большой статьи расходов – это аренда жилья. Если у вас нет, собственно, жилья, то, естественно, вам его придется снимать. Если мы говорим о квартире двухспаленной, то в зависимости от локации, потому что можно снять квартиру в городе, естественно, это будет дешевле, либо снять где-то рядом у моря, и здесь ценник будет повыше. Опять же, это зависит от комплекса, насколько большая инфраструктура в комплексе, насколько себя позиционирует дорого или дешево, да, сам застройщик, сам комплекс. Значит, здесь ценник все-таки, наверное, начинаться будет от 500. Да, от 500 евро, да. И где-то до 1500 евро за Месяц. месяц. Да. Это если у вас нет, собственно, жилья, Но к счастью. да, если есть своя квартира, это намного дешевле будет, само собой, расходы, смотря кто как. Но если мы говорим об аренде, то Да. мы ее не платим, потому что у нас своя квартира. И второй такой большой статьей расходов это будет аренда автомобиля. Если у вас нет собственного авто, Транспорта, да. то вам придется здесь его снимать. Арендовать. Аренда здесь, ну, как бы, по европейским она дешевая. Европейские цены дороже. И все люди, которые приезжают, они берут в аренду в основном машины, чтобы прокатиться по острову, Ну, узнать. это мы говорим о туристах, да? Да. Если это будет посуточная аренда, то это будет от 25 и до 35, ну, Зависимо где-то от до машины, 40 да. евро за сутки. А если мы все-таки говорим о проживании здесь и об аренде помесячной, то это будет, наверное, от 500 евро за месяц. Да, машина тоже Будет так. ценник дешевле. Опять же, у нас машины Свои, есть, каждые машины имеют. И... у нас Ну, у нас другие расходы на таких бензин, и расходов. на такие расходы свои уже отдельно. Да, в любом случае будет у всех. да, да. Тогда давай поговорим, вот сколько мы тратим. Кстати, я вот считала, вот как раз вчера. Да, мы подбивали сумму, да. Диана подбивала сумму, расходы все Вот мы просто на про себя квартиру. так ради интереса, а то иной Вот. раз даже не понимаешь, а сколько же вообще там. Ну вот люди задают вопросы, вы задаете вопросы, сколько вы тратите. Мы такие, блин, а мы даже не знаем. Даже не знаем. Да, вот мы Поэтому начали писать. И вот да, вчера я подсчитывала, где-то в среднем у нас вот на 2 машины где-то в районе 200 до 300 евро. Да, 200, 250, 300 евро До так. 300 евро получается. Потому что мы всегда на колесах, мы катаемся, мы ездим. Ну да, реально. Работа, ездим очень офис, много. расходов как бы есть. Ну, здесь без машины никак. В первую очередь Да. надо машину. Это важно взять на заметку, что без машины здесь практически невозможно, потому что Как транспорт, автобусы здесь не Автобусы. так развинута эта очень структура, слабо да. развита. Автобусы есть, но они ходят очень редко, и Да. машина здесь обязательно. Которые люди приходят сюда на недельку, им машины как бы не надо. Они пришли на море, покупались, покатались. Потому что они да. арендуют вот прям рядом с морем. А и кто же всё на 2 недели, на месяц так уже берут машину в аренду, и, само собой узнают остров, катаются, и эта машина необходимо иметь как бы до Ну острова. да, если хотят Здесь посмотреть. без машины никак. Остров как бы так. красивый, поэтому, конечно же, хочется Да, поездить. хочется везде узнать. Мы сами еще узнаем новые места, которые за 6 лет не узнали. Ну, 6,5. Да, реально есть что посмотреть.
Да. Ну и следующая такая важная статья расходов Еда. это еда. Еда, еда, Еда. еда. Да. Да. Закупаемся мы по выходным, По по пятницам, да, здесь Так рынок. как мы в Искеле, у нас рынок в Или, пятницу, или четверг в либо Фомагусте. в четверг. Да. В наших в этих видеороликах были про рынок, что вот где мы покупаем еду. Да, Или кстати, Да, видео рынка, видеообзор рынка мы уже снимали, поэтому смотрите его вот здесь. лайкайте, подписывайтесь, кто еще не подписан. Там и цены, и все остальное есть. Видео мы снимали не так давно, поэтому цены актуальны. Возможно, немного подорожали, но в принципе не критично, поэтому там можете более детально посмотреть. Да, вот и раз в неделю мы идем на рынок, да, и у нас выходит, например, Ну, я 100-120 евро выходит, где-то так выходит на неделю нам расход. Это уходит на рынок, потому что мы закупаемся Ну, максимально на неделю берем. и магазин. Да, магазины, мясо такое, фрукты. И на протяжении недели мы все равно еще что-то Докупаем мелочи, там хлеб, молоко такое. Ну, вот В месяц у нас это- выходит это 600. 600-700 евро на еду. Это так, что мы берем, что хотим, кушаем, что хотим. То есть как Ну, бы, да, в принципе, овощи, фрукты здесь свежие. да, это Круглый фрукты, год, фрукты в поэтому- первую очередь. У нас как сын любит это, всегда спрашивает, почему так мало фруктов на столе. Да, а где фруктики? Да, 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 да. Да, здесь вот это изобилие радует, конечно. И то, что Здесь они всегда здесь, свежие. натуральные, свежайшие, это просто кайфово. Да. Ну, следующим. Можем рассказать сейчас по электрике, по воде, сколько мы да, пользуем. коммунальные Да, коммунальные услуги, которые мы вот платежи. в течение месяца. Ну, тратим. опять же, да, это зависит от сезона и межсезонья. Да. То есть есть сезоны либо холодные, когда мы включаем на обогрев кондиционеры, и есть жаркие сезоны, когда мы, естественно, Охлаждаем за кондиционером. охлаждаем. Здесь на Кипре, напомню, нет центрального отопления, да и в принципе как такового отопления нету. Пользуемся мы кондиционерами. Как они называются? Инвертор? Инвекторные кондиционеры, Инверторные да. кондиционеры, да, которые работают и на Зима-лето, обогрев. там, да, регулируется. Да, переключается. И есть межсезонье, когда мы не пользуемся вообще ничем, потому что погода Позволяет. комфортная. Да. И реально, сколько месяцев в году мы вот пользуемся кондиционером? Наверное, Когда 2 жара, месяца, когда жара когда большая сейчас. реально жарко. Ну, кстати, в этом году вот как-то вот вдруг откуда ни возьмись, прям жара так нагрянула. Да. Сейчас хотя- 40 где-то градусов, да? Ну, Сегодня? нет, пока, на наверное, солнце. пока еще нет, но 30. Вчера было 40, где-то Ну, где-то около на обеда солнце, да. говорили. Ну, это уже жара. Ну, если в машине на солнце, то да, будет и до 40, а так, наверное, 35. Ну, в принципе, мы как-то не были готовы, что вот это начало июня и уже такая жара. Да. Вот, поэтому, если учитывать на вот это жаркое время, это июнь, июль и август, и зимой это декабрь. Ну, даже декабрь тоже еще, нет, январь, февраль. Февраль такой больше такой влажный, надо включать чуть подогревчик себе, но иначе мы всегда окна открытые имеем, мы квартиру проветриваем, мы даже не включали кондиционер на обогрев. Ну, зима здесь такая, что наоборот, надо больше проветривать квартиру, и на улице теплее. В общем, это Да. тот период, когда ты выходишь на улицу погреться, а не наоборот. Да, вот открываем двери, говорим, идем на улицу жить, потому что квартиры холоднее, чем на улице. Вот. Ну, расход у нас электрики, например, за месяц ты посчитывала? Ну, я подсчитывала с водой, вода у нас недорогая. Опять же, это зависит, где у вас находится дом. Мы живем в отдельно стоящем доме, и вода у нас из Беледье. Здесь у нас куб воды стоит 16 лир. Если мы говорим про квартиры в резортах, то там ценник вот есть резорты, где 25, 35, нет, 25, 30 и 45 лир за Один куб куб. воды. Да. Да. Опять же, самая дорогая статья – это электричество. Да. Да. И в среднем, да, если мы говорим, опять же, о сезоне и не сезоне, да, то это от 50
наверное, от 50 и до 100 евро у нас получается. Ну, как-то мы не сильно активно пользуем кондиционером, в основном это вечером, охлаждаем, либо прогреваем. То есть у нас нет такого, что весь день. Ну, и сын в школе постоянно. Да, ну, в Вот, принципе, да, мы не дома, да, поэтому... теща э, в основном дома. Да, ну так, до Ну, 100 евро. До 100 евро Так больше, да, не получается. пользуется больше времени. В основном вечером или утром, да, когда-то. А так целый день у нас дома никого нету. Да. Дальше. Если у вас есть дети школьного возраста, да, если мы говорим о детях постарше, то мы снимали видео про университеты. Также смотрите. А сейчас мы поговорим про школу. Так как у нас Средняя младший школа, сын, да. ходит в школу, которому 9 лет, обязательно тоже в каком-нибудь из видео мы его покажем. Да. Значит, школы у нас есть Частные. И есть государственные школы от Белидея. частные и государственные. В частных вот как раз-таки мониторила вопрос, потому что ценник уже неоднократно поднимался. В частных школах обучение от 5000 евро и до 10 тысяч евро. Здесь дополнительной статьей расходов у вас будет трансфер, школьная форма и еда. Если мы говорим про государственные школы, то обучение здесь бесплатно. Наш сын Трансфер ходит тоже в бесплатно. государственную школу, да, поэтому и трансфер тоже у нас бесплатно. Кстати, это очень классно, потому что автобус приезжает, с утра забирает ребенка вот прямо из дома. И, С подъезда, да, прямо с подъезда квартиры он чуть ли. спустился вниз, мы его видим с балкона. Да, И всё так сам уже помогали, приводит всё прямо в самостоятельно. подъезд. Приводит прямо в подъезд, и сразу уже как бы удобно и для нас, и для него. Да. В общем, это вот прям такая классная опция. Я как мама... Да, и замечу, что в автобусе всегда есть как бы сопровождающий автобус от детей, который принимает детей утром и после школы их приводит домой и сразу тоже высаживает их у подъезда. Ответственный по автобусу есть. Это Да, ну, большой они плюс. Помогают, если детки маленькие, Да, сумочки помогают, там, поднять. с этими сумками, да, поднять, рассадить в автобусе. Поэтому... Раньше наш сын уснул в автобусе, просто Да. с руки в рук брали его, носили, Ну, не высыпался. Потому что школа здесь начинается с 5 лет. С 5 до 6 это вот как у нас нулевой класс. Здесь это анаукул называется. Но это уже школа, это уже не сад. Дети там не спят, не едят. То есть с утра его забирает автобус, а наш малыш, так как он родился в конце декабря, то ему еще не было 5 лет, ему было 4, да, и вот Да. такой вот маленький малыш. Я помню, мне как-то знакомая сказала: ты, мамаша, как вот ты такого маленького отправила в школу? Но нас уже на тот момент в сад нас уже не принимали. Если дома вы пошли в школу на следующий год, то здесь нет. Здесь нам сказали: вот вы 2014 года, ваше место там, в школе. Да. И мы пошли учиться. Вот. Ну, ему понравилось, ходил. Сначала было как бы тяжело для всех детей, как Да, просто иностранцы. Ну, привык, все стабильно, как бы уже организм уже привык к этому режиму его, и уже, надо. ну, И еще вот про государственные и про частные школы. Разница в языках. да, да. Наш на турецком учится, это турецкая, русских школ здесь нету. Есть вот эти, которые государственные, там детки учатся на турецком. Но опять же, почему было легко влиться? Потому что в каждом классе всегда есть по несколько русскоязычных детей, потому что здесь очень много приезжих из стран бывшего СНГ, да. СНГ. Вот. Им приятно было, они там дружить, и могли общаться спокойно, как бы, но и автоматически учились турецкий язык, потому что все предметы на турецком языке, и они уже были обязаны к этому Ну, опять же, научиться, да. система здесь немного другая, потому что здесь британская система образования, учатся они совсем по-другому, ну, скажем так, более лайтово, пишут карандашами. То есть детей изначально с детства учат, что не надо стрессовать, любую ошибку можно исправить, да, всегда есть выход. Ну, в общем... Да. Когда наша дочь средняя Ника ходила тоже, уже мы приехали с Украины, и она сразу пошла
6 класс, да? В 7-й. 7, 6, 7 сразу пошла, говорит, домашние не дают, карандашами пишем, вообще Ну да. приятно так учиться, говорит, но а домашку не учат, не дают, они сразу Ну, учат да. на уроках, Проще, конечно. попроще программа, они не заставляют детей мучиться, учиться, чтобы они потихоньку к этому привыкали, сами хотели учиться. Вот такой принцип учебы, особенно наших детей, Ну, устраивал. наша Ника, она там как раз-таки выучила турецкий язык. Она, Да. кстати, лучше всех нас разговаривает свободно на турецком языке. Да. Поэтому в этом есть тоже плюс. А если говорить о частных школах, то до 5 класса дети учатся на турецком языке, но дополнительно у них есть уроки английского, французского и даже русского. Да. После 5, ну то есть 6 класса, средняя школа, там уже идет полностью обучение на английском. Либо есть школа Escape, там Да. полностью обучение На на английском но, языке, да. естественно, и ценник там повыше. Сейчас вам еще расскажем про интернет, расходы на интернет. В данный момент выходит 13 евро, от 13 евро и до 20-22, зависимо от комплекса. Пакета от скорости. Пакет, да, скорости зависит, какая скорость, кто ходит, от того и цена зависит. Ну и расскажем Это про... домашний. Да, это домашний интернет. Мобильные пакеты, это тоже зависимо от мобильного оператора. Гигабайты то же самое. И расскажем дальше про... Ну, да, про мобильные у нас где-то от 15 до 20 евро. Выходит, да. Да, повышается. Зависит, сколько используем. Но, На каждого. да. И еще расскажем вам сейчас про медицину. Какие расходы по страховкам на рабочей визе, на бизнес-визе. Чтобы было понятно, за что и как к врачу идти, или в частную поликлинику идти, и без страховки платить кэшем всю Да. медицину. Если вы сюда приедете как турист, то вы можете сделать в своей стране страховку. И здесь, если вы пойдете к врачу, вы оплатите и возьмете чек об оплате, да, вот этот рапорт. Опять же, об этом мы снимали в ролике о медицине, там тоже можете посмотреть информацию. И ваша страховка вам ее возместит. Если вы здесь живете и сделали вид на жительство, то там у вас будет минимальная страховка. То есть это только для вызова скорой помощи, ну и какой-то там первой Помощи, да. Да, все остальное будет платно. Есть государственные клиники, есть частные. Частные, да. В частных клиниках в основном страховки не действуют. Да, они покрывают. Не покрывают они страховой полюс. Вот государственные, да, но в государственной больнице много народа потом, очередей, Ну да. мы стараемся туда не ходить. Но, опять же, если есть рабочая виза, либо бизнес-виза, как у нас, то государственные клиники у вас будут бесплатно. Да. Осмотр, лечение. Вот мы даже недавно умудрились попасть с сыном в больницу на сутки, и это нам Все лечение обошлось Да, бесплатно. По нашей страховке бизнес-визы. все покрыли, да. Но если в частном, то, конечно же, все оплачивать. Здесь никаких скидок, здесь даже сами кипиоты не оплачивают. Частные поликлиники есть, стоматологические здесь у нас. Да, у нас здесь открылись вот, да, за последние 2 года 2 клиники. Да. Зубы лечили. Прямо, говорят, под носом у нас хорошая поликлиника открылась, За одна 2 и пломбы другая. Сколько вы заплатили? Там... 3000 лир заплатили за 2 пломбы сыну, да, и сам стоматолог прекрасно обошелся с малым, понравилось, он даже не боялся. И говорит, я к вам буду ходить, зубы лечить. Он говорит, а мне приятно к вам идти, я к вам приду, все Врач зубы такой, лечить. Я буду с тобой работать. Да, а сын наш расцвел, довольный был Да, такой, я что тоже. мы боялись, как он это перенесет, это лечение, потому что дети все боятся, даже взрослые боятся к стоматологу ходить, но сын да. вообще Он был маленький. удивил нас, он сказал, я мужик, я должен терпеть, Да, 9,5 лет, говорю, ты мужик, точно, и Ну, довольный был, и вот сейчас с зубами у него все хорошо, и Да, в 4 года мы лечили под общим наркозом, да, и то была тоже проблема здесь. с уколами, да, обезболивающими Ну, было, под общей анестезией. да, анестезия была, да. Да. Сейчас у нас мама, теща зубы полечила вчера,
Ну да, в общем, да. Да, В общем, довольная да, тоже. медицина здесь хорошая, я бы сказала, на хорошем уровне. И есть русскоязычное сопровождение. И вот этот, кстати, вот этот стоматолог, у которого я тоже вот лечила недавно зубы, и сын, и мама. Да. А Ника тоже видим, да? Ну, Ника нет, Ника друга. Ну, в общем, он разговаривает на разных языках и такой хороший доктор. Мастер своего дела, одним словом. Что, расскажем, мы хотели? Да, расскажем еще про одну статью расходов, от которой не убежать, да. Здесь в основном строят комплексами. Мы Да. живем в доме отдельно стоящем, не в комплексе, поэтому у нас нет оплаты за обслуживание комплекса. Опять же, есть свои плюсы, есть свои минусы. Как для постоянного проживания для нас окей, потому что нам не нужны бассейны, мы живем буквально 7 минут пешком до моря. Но есть тоже свои минусы. Да, есть плюсы, потому что мы ничего не платим, но есть свои минусы. Вот, к примеру, вот недавно там надо было чистить канализацию, мы вызывали машину. То есть все эти вопросы ты решаешь сам и, естественно, Жители тоже дома. это оплачиваешь. Да. Наши дочери живут в комплексе. И здесь, конечно, есть тоже свои минус в том, что ты это оплачиваешь. Здесь будет от 50 евро и, наверное, до 80 евро. Зависимо от комплекса снова, да, зависит, застройщика. Ну, опять же, да, от инфраструктуры. Да, что в нем застройщика. есть, что входит в него, да. Возможно, и дороже. Это месяц. Но здесь ты можешь пользоваться всей инфраструктурой, а зачастую это несколько бассейнов, это и сауна, и хамам, естественно, и магазин на территории, и ресторан. Спортзалы. Да, фитнес-зал, то есть, опять же, здесь уже ты пользуешься всем этим бесплатно, да. Резидент комплекса, да, пользуется, это большой плюс. То есть, как бы ему никуда не надо уходить. Ну, Он опять имеет же, все в своем комплексе. Это либо, большой плюс, как бы, резорту. да, либо вы, если вы купили и сдаете эту квартиру в аренду, то, опять же, для ваших арендаторов это тоже будет плюсом. И такую квартиру всегда гораздо проще сдать в аренду, потому что для ваших гостей есть не только рядом море, а есть и бассейны, и фитнес-зал, и сауна, и хамам. Детские площадки. Да, к примеру, Можно гораздо даже проще. детей Обязательно, оставить. Обязательно детская площадка, Да. обязательно есть даже детские комнаты, где можно Да. оставить на часик-второй под присмотром. И родители могут себе свободно отдыхать. Ребенок. Или в баре сидеть, или пойти в спортзал. Ну да, да. Это Ну, и большой дети не плюс, как скучно. бы, да, что все есть под руками. Ну, вот это, наверное, такая основная часть самых таких главных расходов, от которых не избежать. В среднем мы посчитали, ну, это минимум, это 1000 евро. Опять же, здесь мы не учитывали никаких ресторанов, никаких шопингов, Да. а шопиться мы любим. Вот, И рестораны мы любим. да. Поэтому от этого минимума, наверное, надо отталкиваться. Опять же, это при том условии, если у вас есть свое жилье и своя машина. Да. А дальше уже Как позволяет кошелек, как говорится в народе. Душа Да, любовь, раскрывается, и здесь очень много где можно ходить. По красивым, вкусным ресторанам, да, посещать разные мероприятия. Все остальное здесь уже остров очень сильно быстро развивается. Как и дискотеки, как и эти клубы уже. Да, раньше, когда мы приходили, здесь было пусто. Да. Можно сказать, поле. Можно сказать, 6 лет, 7 лет назад. Сейчас мы еще, да, вернемся к этой теме о развлечении. Да. Наверное, вернусь все-таки к теме шопинга. А. Шопинг, Это главное у девушек. Я думаю, мы снимем отдельный ролик с Дианой. Это будет, я думаю, тоже для многих интересно, потому что многие говорят, ну здесь вообще нет никакого шопинга. Ну, в принципе, поэтому это будет следующим шагом. Да. И про развлечения, да, мы хотели рассказать. Да, развлечений здесь много сейчас появилось. Кто любит рыбалки, можно яхту снять. От 4 до 5 человек до 300 евро. Выходит там, и вы выплываете в море, рыбачите себе на 4 часа, там порыбачили, отдохнули, как говорится, кайфанули. Да. Видишь, одинаково говорим, да. Потом можно, И да, вот эту лодку да, можно большую.
туристическую лодку снять, да, как на 2-3 человека, да, в Фамгусте есть, да, корабль, который можно кататься, да, с компанией, без компании, можно целый корабль организовать в аренду. Вот, например, мы сейчас были в Гирне, целый корабль до 15 человек, 13 тысяч лир. Это в переводе 13 тысяч лир, это имеешь 350 евро. Плюс-минус. Это такой, ну там входит Это уже еда. несколько Без выпивки. часов. Плавали мы с 11 и до 4. До 4 вечера, да. То есть мы остановились в Лапте, стали возле пару местах, покупались, поели, там обед шикарный они делают, это в цене уже. Выпивка, само собой, отдельно. Да, Ну, плюс- отдохнули, море спокойное, красивое, то есть рекомендуем всем выделить да, дальше есть пару минут на отдых для себя. разные виды водного спорта, все Да. это здесь есть. всё можно Акваланисты, найти. кто под морем любит нырять под водой, да, рыбки рассматривать тоже есть. Есть бары, естественно, бары, дискотеки. Ну, в принципе, мы просто хотим донести то, да, что здесь не скучно. Не скучно, да, и как говорят, что здесь что делать? есть чем Заниматься, поразвлекаться. да, кто что любит. Спортсмены, спортзалы ходят, разные соревнования, футболы, волейболы, да, то есть развлечений очень много, и зависимо, что человек хочет себе найти. Да, вот. Кто любит волейбол, находит себе волейбольные площадки, собираются команды, вот у нас тоже команды на пляже возле Перы есть, они по выходным собираются и играют в пляжный волейбол. Собираются зрители Либо на футбол, я знаю, и да, ушли. это Футбол, кто любит футбол, собираются команды, собираются в футбол. Есть закрытые площадки, травяное искусственное поле в Искеле, да, собираемся, идем туда играть в футбол. То есть разные виды спорта здесь, даже вот не говорят далеко у нас на пляже, вы видели наши сторис и видео, на парусах этих, на досках катаются, когда вон, ну, то есть кайтсерфинг. кайтсерфинг, да, то есть чем заняться, есть чем заниматься, как бы на любой вкус и цвет можно все найти здесь. Мы рассказали о таких о минимальных расходах. Естественно, можно жить и на широкую ногу, тут уже насколько вам позволяет ваш кошелек и желание. И кто азартные игроки, могут идти и покер, и казино играть, да, кто Да, такие есть. казино здесь официально разрешены. Да, на Кипре разрешены. Здесь много приезжают как из Турции, из других стран. Да, поэтому если дорого ли это, дешево ли это, делайте выводы сами. Если хотите это прощупать, естественно, приезжайте сюда. Если вы хотите приехать сюда отдохнуть, пишите, звоните. Все контакты мы оставим внизу на Telegram, на WhatsApp. Либо пишите в комментариях. Дополнительные темы, которые мы еще не раскрыли, задавайте вопросы в комментариях. Естественно, мы на них Ответим. Да. ответим. Я, либо Пишите. Саша, либо наша команда. Поэтому ждем вас на Кипре. Приезжайте. Будем рады вас увидеть. С вами были мы, Диана. Лешко Хом, Александр Лешко. А мы здесь, на Кипре, ждем вас. Приезжайте. А еще есть статья непредвиденных расходов. Вот кто берет машину в аренду, не гоняйте, потому что с 5 числа поднялись штрафы. Минимальный штраф 392 лиры за превышение скорости до 20 километров и выше. То есть смотрите на дорогу, не гоняйте, не уживайте алкоголь за рулем, держите дистанции, и все будет хорошо. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.